Воспаление дыхательной системы, а именно бронхов, это бронхит. Такова тема нашего сегодняшнего выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Термин бронхит происходит от латинского bronchitis – бронх, бронхи и itis – воспаление. Не углубляясь в медицинскую классификацию, давайте сегодня рассмотрим две формы этого заболевания, различающиеся по течению – острый и хронический бронхит. При остром бронхите воспаление бронхов возникает за счет инфекционного, аллергического или токсического поражения. Развитию заболевания способствуют переутомление, истощение, нервное и физическое напряжение. Острый бронхит могут вызвать вирусы, бактерии, иногда грибы, неблагоприятные физические или химические факторы окружающей среды, сухой, холодный, горячий воздух, ядовитые или токсические пары и газы и так далее. Нередко имеет место сочетание разных причин. К примеру, заболевание начинается как вирусная инфекция, а после присоединяются возбудители бактериальной природы. При этом вирусы открывают ворота для бактерий и создают благоприятные условия для их размножения. Хронический бронхит, как правило, возникает как результат затянувшегося невылеченного острого бронхита, как последствие перенесенного гриппа или кори, вследствие длительного раздражения слизистой оболочки бронхов различными физическими и химическими агентами – пыль, дым, курение и другое. Хроническую форму также могут вызвать болезни носоглотки – риниты, гаймориты, аденоиды, которые заставляют больного дышать через рот. У здорового человека воздух, проходящий через бронхи к легким, практически стерилен. Чистота воздуха достигается за счет фильтрующей способности носа, наличия кашлевого рефлекса, а также работы микроресничек, находящихся на слизистой оболочке бронхов. Однако иногда микробам или химическим веществам удается преодолеть эти защитные барьеры и проникнуть в бронхи. Клетки слизистой оболочки бронхов ежедневно выделяют слизистый секрет для повышения местного иммунитета бронхов и их защиты. Возбудители болезни вызывают повреждение клеток слизистой оболочки бронхов. Начинается воспаление, при котором количество производимой слизи бронхами вырастает в разы. Кроме этого, повышается ее вязкость и ухудшается выведение. Лишняя слизь приводит к нарушению циркуляции воздуха к легким и из них. К тому же слизистый секрет становится отличной питательной средой для роста микроорганизмов. При острой форме воспаления развивается быстро, длится недолго и поражает только верхние слои стенок бронхов. Если агрессивный фактор, например, табачный дым у курильщиков или пыль в рабочих помещениях, действует на бронхи долгое время, воспалительный процесс развивается медленно и принимает хроническую форму, охватывает всю толщу стенок бронхов и периодически обостряется. Главным признаком бронхита, причем как острой, так и хронической формы, является кашель. При остром бронхите первые дни болезни кашель сухой, навязчивый. В последующие дни он становится влажным, начинает выделяться мокрота. Влажный кашель не такой мучительный, как сухой, и в большинстве случаев приносит больным облегчение. Кашель при остром бронхите может продлиться 1-2 недели или несколько больше. В случае, если кашель не прошел и через 3 недели, это свидетельствует о снижении восстановительных способностей организма и высоком риске перехода бронхита в хроническую форму. Острый бронхит сопровождается подъемом температуры до 38-39 градусов, ознобом, повышенной потливостью. Отмечается общая слабость и быстрая утомляемость. А кашель при хроническом бронхите глухой, глубокий, усиливается в утренние часы. Со временем он начинает возникать и ночью, и днем, усиливается в холодную погоду. Количество мокроты увеличивается, она становится слизисто-гнойной или гнойной. Появляется одышка. Температура при хроническом бронхите поднимается редко и незначительно. Типичными общими признаками хронического бронхита являются появление одышки при физической нагрузке и выходе из теплого помещения на холод, выделение мокроты после длительного утомительного кашля, наличие свистящих сухих хрипов на выдохе, удлинение выдоха. Бронхит – серьезное заболевание, лечение которого должен проводить доктор. Он определяет оптимальные медикаменты для лечения бронхита, их дозу и комбинацию. Под маской бронхита может протекать целый ряд заболеваний, несовременная диагностика и неправильное лечение которых может иметь весьма плачевные последствия.
Врач обычно выслушивает с помощью стетоскопа ваши бронхи и легкие. Для исключения более серьезного заболевания, например, воспаления легких, может быть назначен рентген. Помимо этого сдаются анализы крови и мокроты. Лечение острого бронхита симптоматическое. Постельный режим, хорошее проветривание помещения, обильное теплое питье, отвлекающие процедуры, горячие ножные ванны температуры до 40 градусов, горчичники, банки. Молочно-растительная диета, противокашлевая терапия, применение таких препаратов, как амброксол. При влажном кашле назначаются отхаркивающие препараты мукалтин, термопсис. При высокой температуре жаропонижающие, аспирин, парацетамол. Также показано применение антигистаминных препаратов, таких как димедрол или супрастин. Хронический бронхит лечить лучше на ранних стадиях, при обострении и во время исчезновения симптомов. Для подавления инфекции назначаются антибиотики и сульфаниламиды. Длительность их применения индивидуальна. Данные препараты подбирает лечащий врач с учетом чувствительности микрофлоры мокроты. Помимо этого показаны отхаркивающие и разжижающие мокроту средства, обильное питье. Ингаляции являются одним из самых эффективных методов лечения бронхита как в острой, так и в хронической фазе. Они позволяют улучшить отхождение мокроты, обеспечить поступление кислорода и снизить воспалительный процесс. В ингаляциях применяют растворы фурацилина, хлорфилипта, риванола. В народных средствах лечения применяют настои с луком, чесноком, лекарственными растениями. Также используются эфирные масла, например, пихты, эвкалипта, мяты и спиртовые настойки лекарственных растений. Хорошо размягчают слизь в бронхах щелочные ингаляции. Пол чайной ложки соды на 200 грамм воды. Вместо содового раствора можно использовать щелочную минеральную воду. Делают ингаляции дважды в день. Эти процедуры увеличивают выход мокроты из бронхов в 3-5 раз. Массаж входит в комплексную терапию бронхита. Он способствует отхождению мокроты и обладает бронхорасслабляющим действием. Используются классический, сегментарный и точечный массаж. Физиотерапевтические процедуры, рекомендуемые при обострении хронического бронхита, это УВЧ-токи, микроволновая терапия, индуктотермия, электрофорез. При стихающем обострении хронического бронхита можно применять аппликации грязи, озокерита, парафина на грудную клетку. А теперь давайте рассмотрим народные средства лечения бронхитов. При остром бронхите хорошо помогает гоголь-моголь. Яичные желтки взбить с сахаром и ромом. Принимать натощак. Отличное средство для устранения кашля – это редька. 8 штук редьки следует нарезать тонкими ломтиками, посыпать сахаром. Через 6-8 часов появится сок, который необходимо употреблять по чайной ложке каждый час. Кашель проходит через 3-4 дня. Цветки календулы. 2 столовые ложки цветков календулы залить стаканом кипятка и подержать на водяной бане 15 минут. Принимать по 1-2 столовых ложки 3 раза в день за 15 минут до еды. При хроническом бронхите народная медицина советует сок черной смородины с медом. Отжать сок черной смородины, растворить в нем мед по вкусу и пить по полстакана 3 раза в день при сильном кашле. А редька черная с медом. Крупную черную редьку хорошо вымыть, срезать верхнюю часть и сделать такое углубление, чтобы в нем поместились 2 столовые ложки жидкого меда. Редьку поставить в вертикальном положении в какую-либо посуду, накрыть плотной бумагой и оставить на 3-4 часа. Образовавшуюся смесь сока редьки с медом принимать при кашле взрослым по 1 столовой ложке, а детям по 1 чайной ложке 3-4 раза в день за полчаса до еды. Калина с медом. Промыть 100 грамм ягод калины, залить 200 граммами меда и варить на слабом огне 5 минут. Охладить при комнатной температуре. Принимать по 2 столовые ложки смеси, запивая теплой водой. 4-5 раз в день, как отхаркивающее, противовоспалительное и успокаивающее кашель средство. Профилактика бронхитов заключается в закаливании и укреплении организма, устранении внешних раздражающих факторов, пыль, ядовитые вещества и тому подобное, отказ от вредных привычек, витаминизация в осенне-весенний период, а при наличии заболеваний носоглотки тщательное их лечение.
Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, так как здесь живет здоровье. Здоровья вам!